Так, ну что, доброе утречко, народ. Всем привет, кукулите. Ну, наверное, добрый вечерочек, будет правильнее говорить. Три ночи так-то. Так, и мне нужен Steam. Одна штука. Пряничек тоже одна штука, последний. Последний пряничек. Чему бот что-то доебался. Мобот. Тур-тур-ту-тум. Все, я все сделал, пусть завалит, правильно? Так, и шо мы? Star Wars. Knights of the Old Republic. Погнали. Шука, ну типа он что-то в говне, и я нигде не работаю, поэтому нет смысла его куда-то менять. Ну, типа, я просто встаю, типа, знаешь, там в 9 вечера. Ну, сегодня чуть пораньше встал, сегодня в 7 встал. Поделал дела, побатил кармика на варик 3, он типа скипанул. Так, собственно, больше ничего. Так он играл, я пишу, типа, я проснулся, типа, захожу, пишу: здорово, кармик. Вся хуйня, приветик. Го, типа, хуярится. Он такой, типа, нет, я спать. Потому что у него как раз-таки время. Допустим, я ему писал в каких-нибудь там 7:30, 8:30. А у него, например, 1:30 было времени, он такой, не, в пизду. Так, и чё, и где мы? И куда мы? И активировать за запчасть. У меня есть запчасть на самом деле. Нужно ли мне его реактивировать? Как понять? Если мы такие сильные, то надо для меня что-то делать. Вот эта хуйня лечит еще. На нахуй. Так, вот это ебень надо убить первый. Летающую.
Так, это что, нас страхают, что ли? Давай, Жук, спокойной ночи. Это что, нас страхают? Ну, конечно, не на фуллах ХП. Так, уберегись от взрыва раскалились тоннели впереди, от пара у тебя кожа с костей сойдет. Если можно защитить энергощит, включи его, он должен защитить от Джаджара, если будешь быстро двигаться. Настя, возможно? Так, ясно, ELD наконец связи. Так, он выйдет же на нас, чтобы в пару с ним не драться. Я не знаю, нужна ли эта экспа, типа, в этом проблема. То есть играть так, насколько мне видится, да, не очень сложные с виду. Типа, если мы еще и подобузим кучу экспы, то ну, это, возможно, не самая хорошая идея. Продвинутый шахтерский лазер. 1.12. 28. Так, ну это хорошо. Так, это у нас доп. Умения, да, до открытым. Я бы была страпнул на самом деле. Трикс по броскам с Русин тоже звучит хорошо. Выдержка тоже хорошо. Так, способности, да, мне предлагают еще выбрать джедайские.
20 секунд хуета как будто бы. Убеждение в разговоре. Смайлк, здорово. Спасибо за рейд. Непонятно, я выбрал хилку. Хилки типа нет, недоступно. Ускорялка второго уровня недоступна. То есть что у нас дальше? А дальше темная сила идет. Плюс модификатор мудрости и харизмы. То есть я не попаду никогда. Это все от мудрости и харизмы. В этом всем нет смысла. Посмотреть худшего в пое, но я ошибся стримом. Проверь чела с ником Art1. Это он вообще в игры играть не умеет. Ну, типа, можно взять бросок в целом. Какой у нас уровень максимальный? Да, допустим, если мы берем там 20-й. 19, да, то есть 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 10-60 урона, это как бы дохуя. С другой стороны, какая разница? Давайте возьмем убеждение. А там разберемся. Так, это мы пробежали, да, до взрывного туннеля вот этого. Не трогаем. Макс, не, ну сколько-то, да? Все мы в этом погрязли. Как будто бы вариантов-то куда идти особо-то и нет. Я думаю, мне должно хватать навыка просто снимать их. Низкий показатель навыка, лол. Сколько у меня взрывчатки? У меня 6 взрывчатки суммарно. Я же надел уже бонус, правильно? То есть я надел... Мне не хватает. Может, с шансом? Просто я броска кубиков не вижу. То есть меня может припереть или нет? Видимо, нет. Жалко, минус 2 мины. Так, мне сказали, что надо огненный, да, щит на себя накинуть. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Этого, наверное, Вэлли все-таки починить. Что мне, запчастей 10? Реактивировать дроида. Чей дроида, что можно спокойно пройти мимо. За 0. Нам ничего не дали. Может, полутать его хотя бы можно будет. Видимо, нет. Можешь это почитать. Ну и что чат мне говорит? Я просто не знаю, где чат-то. Я чат не вижу. Так, ладно. Сейф, огненный щит, да?
Так, а до левела мне сколько? Только что брал, да? 3000 XP. Я сейчас хер, наверное, намучу. Эти мины не забрать тоже. Потраем, конечно. Блин, было бы хайпово. Я мог бы их разобрать и покрафтить что-то полезное. Или продать. Все равно такие бабки. Слой. Бар, ну это типа, как это хуйня называется, типа предыстория, грубо говоря. То есть я еще даже не полноценный джедай здесь. Не, Барб, обошлось. Че так клировал? Не смешно она выглядит, а потешно. Гранат миллион уже надавали. Ну что, вскрываем? Так, собрание шахт Перагуса. Задействована аварийная изоляция. Зафиксированы взрывы в топливных каналах. Вызвать командные функции дроидов. Посмотреть схемы дроидов. Судя по схеме дроидов, кажется, а то он был прав, они полагаются на термодатчики и даже топлива. Можете легко ослепить их, повысив температуру. Посмотрите в туннель, чтобы ослепить термодатчики дроидов за 0. У них как раз шипов нет, давайте. Понимаете, что это также значит, что дроиды не смогут стоять друг в друга, если будут перепрограммированы на бурение с... на бурение. Всего что-то там. Жать продолжить? Продолжить. Температура поднимается. Так, дроидов шахтеров. Шипов нет. К функциям топливного хранилища. Отключить сдерживающие поля. Основным функциям. Так, камеры. Административный этаж. Чисто. Люк. Чисто.
Неопознанная записывающая камера, рабочий участок 1234. Everybody here? What's up, Kurta? We're supposed to be sinking fuel siphons into the 3218 asteroid shelf right now. Forget the siphons. You know that survivor they pulled from the freighter? One of the miners said they served with her on Malachor 5. Malachor 5? So she's one of the survivors? Or worse, a Mandalorian. So what? Not a survivor, idiot. She's one of the Jedi from Malachor 5. If she's one of the Jedi, hell, we can't have her walking around here. She'll... well, I don't know what she'll do. I thought all the Jedi were wiped out in the Civil War, weren't they? Guess they missed one. But it gets better. I did some checking, and that bounty on Nar Shaddaa is still live. What? You want to sell the Jedi to the Exchange? Kurta, have you been chewing spice? Look, you know how big that bounty is? That Jedi's our ticket off this rock. Kurta, there's no way the officers will go for that. They'll lock us up for sure. Then we'll improvise. Так, экстренная функция. Все, да, то есть мы тут закончили. Блин, опять щит да включил. Душные хуи, конечно. Почти как с Майлухом. Они реально ничего не видят, да? Пошел я вообще жесткий. Ну и что точности не хватает, хотя бы ловкости дохуя. Так, отсюда пришли, тут тупик, обошли, вышли сюда. Это первое получается. Тяжело, конечно, давался этот поворот. Здесь вторая, типа чисто, да? За третий был трупешник, и нам в четвертую. Не, она достаточно неплохо еще попадает. Хибит 111. Она еще достаточно неплохо справляется. Так, еще опять мины. На мне до левела осталось. Я много убил. 900. Давайте попробуем пока не трогать. 900, конечно, я, наверное, не найду. Так, а сейчас вообще хочу стрелять через бластер. Там посмотрим.
I may be able to keep it contained until you get the turbo lift to the fuel depot, but not for much longer. I'm locking down the turbo lift to the administration section now to keep the blast from spreading. If you've got anything left to do down there, make it quick, because where you are is going to get real hot real soon. Real hot, real soon. Тут щитом. Щиты, конечно, душные. Ничего не поверь, да, мне не хватило 75 опыта. Вот он, турболифт. Так, ну что поделать, да? Ничего не поделать. Я взорвать дева не могу. Взрывчатки совсем не хватает. При том, что у меня плюс взрывчатки, типа я ее реально качал еще. Что, в каждой можно было? В этой точно можно. Мне дали левел за что-то. Пизда. Так, ладно, атрибуты. У нас плюс стат. У нас плюс стат. Я считаю, что мы хотим плюс 5-ю ловкость. Навыки мы хотим взрывчатку. И вместо бдительности лишний взлом. Да, вот так вот. Способности. На что мы можем взять, чтобы нам это было полезно? Ну, типа взять защиту. Хуйта. Хуйта. Нет хороших. Вот это не так плохо. Ой. Глобально не так плохо. Кто не использует навык, да вы что, сосете, что ли? Или это я сосу? Сколько у меня взрывчатка? 3 плюс 4, у меня 7 взрывчатки. Если для установки требуется, ебать. Так, ну все, да, мы вышли, пробежали.
Я же бросаю еще 20-ку. Greeting. It is a pleasure to see you alive, Master, provided my receptors are not off focus. How may I be of assistance? Answer. I am a survivor of the Harbinger, just as you were, Master. With the unexpected termination of my previous Master, you are the only organic which I may now serve. Answer. The Captain of the Harbinger, Master. I was in transit to Telos to facilitate communications and terminate hostilities. However, we did not arrive at our intended destination. Irritated answer. Oh, Master, it is such a long, dull story, and not terribly relevant to our current situation. Он ж пиздит, мы что знаем. Hesitant explanation. That has been the subject of considerable discussion since our arrival here, Master. Many have attempted to claim you and this unit as salvage. I was crudely interrogated concerning our brief history together on board the Harbinger, before its communications, weapons, and engines suffered the cascade failure that disabled the ship. Speculation. It is possible you were incapacitated and locked in the well-shielded cargo compartment as the Harbinger was being systematically crippled, Master. Clarification. By locked, I meant sealed, Master. My vocabulator seems to be malfunctioning. Recitation. Following the unusual set of coincidences that led to the cascade failure in the Harbinger's systems, we were boarded by a small freighter with unknown ID codes. It appeared that this freighter had been attacked, and the captain wanted to study it. This freighter appeared to be still spaceworthy. Your cargo compartment was breached, and you were taken on board the freighter shortly before the Harbinger's systems began to go critical. I, too, managed to board the freighter before the Harbinger's destruction. We were most fortunate to have survived, Master. Explanation. I believe it was a smuggler's vessel by the name of the Ebon Hawk. Speculation. As to its purpose, I do not know. Perhaps it was always its intention to play dead, then kidnap you off the Harbinger and rob me of my bounty. Clarification. By bounty, I refer to your life, Master. It would pain me to see you damaged in any way. That is why the arrival of this Ebon Hawk caused me considerable distress. Apology. My memory core cannot provide a clear answer on that point, Master. Suffice to say that once we arrived at this floating rock, our situation became much clearer. Explanation. Despite my market value, Master, the miners were far more interested in you. It did not take long for me to ascertain the reason for this. While an HK protocol droid is a valuable piece of property, Jedi are worth much more in certain exclusive markets across the galaxy. Painful admission. I must confess to feelings of inferiority at the speculated difference between my value and the price for your capture. I was forced to remind myself it was not due to a failing of my model or function, but because you were a Jedi. Surprised answer. Why, I told them, Master. You are the exiled Jedi who served with Revan in the Mandalorian Wars, are you not? I hope all that has happened has not been the result of a miscommunication. If so, then the problem lies with the core word databases, which are notoriously spotty.
Answer. All that has happened has been because they believe you to be a Jedi Master. They debated what to do with you as you lay unconscious in the medical bay. One group seemed intent on selling you as property. The other group opposed this. Я помню этот диалог, и вообще его отправили нас убить, и тут он даже спалился в самом первом диалоге, типа, что если его на меня украдут, типа, то он останется без награды. Но, типа, с ним можно задружиться, его можно чинить, его можно не чинить, там много вариантов, типа, что с ним можно делать. 3 standard hours after the division between the miners became apparent, accidents began to occur throughout the facility. A result of improper maintenance, I believe. These accidents coincided with the degradation of the mining droid behavioral cores. Crude models are prone to such failures, resulting in murderous rampages. The mortality rate of organics in the facility rose quickly. Many miners began to join you in the medical bay as a cascade of flawlessly timed detonations occurred in isolated gas pockets in the lower levels of the facility. The explosions herded the miners into emergency sections of the station, quickly and efficiently cutting them off from communications and facility control. But sadly enough, not the ventilation systems. You see, the explosions had damaged specific sections of this facility's ventilation systems, causing a slow, lethal buildup of toxic fumes in the dormitory level. Answer. I do not know, Master. Ironically enough, any miner that fled to the dormitory level to protect themselves from the droids and the explosions would find themselves in a gas-filled death trap. Pitying answer. Oh, that is unfortunate, Master. The hangar is sealed behind a containment field. It would be impossible to open it. Clarifying query. Did the T3 unit go through the door? I regret ignorance of that fact, Master. Although the door could have been opened from the opposite side without much difficulty, a flaw in the emergency lockdown procedure, which the automated systems have most likely corrected. Answer. Only the Paragus administration officer would have such codes, Master. If he hasn't already been murdered in an unfortunate accident, then he is trapped in the dormitory section, which has been effectively cut off from the facility by explosives. Theory. You could walk across the surface of the asteroid to the dormitory airlock, but such a route would be extremely hazardous, and I do not wish to see you damaged. Warning, Master. Continued exploration of this facility may place you in unnecessary danger. I encourage you to return to the medical bay and wait for retrieval from a vessel that is no doubt on the way, even as we continue this pointless conversation. Weary resignation. Very well, Master, but there is very little that I can do. You see, the airlock is sealed by a code.
already possess the code, Master, but I am afraid that it will do you no good. Condescending explanation. Master, the console governing the droid maintenance area and the airlock is voice printed, musing. In the last days of his life, the maintenance officer was quite careful about voice protocols, bordering on paranoid obsession. Conjecture. I suspect once he realized something was wrong in the facility, he voice-locked the droid bay functions. A prudent measure, but in the end, he met the same fate as the rest of the organics. Condescending explanation. Oh yes, Master. The code is maintenance control, voice print ID R1B5. But unless the maintenance officer speaks the code, it is useless. Placating answer. Oh, of course, Master. I shall endeavor not to forget such descriptors in the future. If I do, I assure you, it is merely a result of memory damage I have suffered since our arrival. Answer. Master, you cannot. You are trapped here just as I am. There is nothing to do, except patiently wait for whatever the future has in store for us. Of course, Master. How may I be of assistance? Proud answer. I am an HK series protocol droid, Master, skilled in transorganic relations. This model has been responsible for the facilitation of communications and termination of hostilities across the galaxy. I am fluent in over 6,000 forms of communication, and am also capable of nuances of expression ranging from irony to veiled threats. Clarification. Oh, yes, Master. Sometimes the facilitation of communications and termination of hostilities requires the use of every weapon in one's verbal arsenal. The unspoken threat of violence to a listener's loved ones, or if possible, their entire planet, can effectively break the deadlock in the most stubborn of negotiations. Irritated explanation. That question has been looping through my query module with alarming frequency, Master, and no satisfactory answer has been forthcoming. As a result, I have chosen instead to Так, answer. It is only a matter of time before a ship of condescending retraction. I believe you will do your best, Greeting. It is a pleasure to see you in... доебался, я тебя отпустил уже. Уходим. Так, и чё у нас? Просто дроид, да? Который здесь это все устроил. Из-за которого все проблемы. У нас здесь зато есть вот эта вот штука, станок, датапад, датчик звуковой печати и датчик звуковой печати. С помощью протокольного дроида я закончил работу над датчиком звуковой печати, оставил их в дроидов шахтеров. На оригинал запру здесь, чтобы другие шахтеры не использовали возможности записи воспроизведения голосов для перезаписи протокола звуковой печати у дроидов. Ну, можем типа вскрыть его печать. Так, модифицировать предмет. Мы можем вставить в него... Можем реген вставить. В сторону не знаю. То есть я буду что-то тыкать, я в целом не критичен. И к светлой, и к темной. Так, стрелковые, да, мы можем тут побилдать. Броню можем побилдать. То есть, допустим, дюрастальной под слой. Что нужно для этого?
Бдительность 13 нужна, но типа можно сделать. Да, ловкость минус 1, то есть нам нужен какой-нибудь вот такой на самом деле. Нам нужен эластичный подслой. Или это на броню тяжелая, да, особенность модификации тяжелой брони. Мне не нужна тяжелая броня. Поэтому непонятно. Так, ладно, стрелковая, да, мы можем все делать от бдительности. Силовой пульсатор, повкрит урон, удар 1.10, бонус урон энергии плюс 2. Модификация стрелковая. Ну, это прикольно на самом деле. То есть все это можно забилдать, все это можно сделать. Нам вот это надо, точно, да, шипов. Нужно компонентов в 12, у нас их 44, но я не могу с одним шипом ходить вообще никак. Все обходной проходчик, ну типа один есть, и мне норм, ремонтные типа есть, щиты не нужны. Можем сделать себе попозже такой вот девайс. Такой, да, 1.12. А в чем суть? У меня такой же. Полностью модифицируемо. А мой, видимо, не модифицируемый, да, самозарядная. В чем ее суть? 2.12. Не понимаю, в чем суть. Ну да ладно. И можно все разобрать будет так. Стрелковый, да, мое, видите, не апается, только броня. Так, ну дроид, давай, работай, запиши мне. Recitation. Oh, 5 droids, burning through the outer door. They're forcing their way into the bay. Please, someone that... Oh no, they're through! Oh, my leg! They're burning through my leg! Oh, stop! Stop, please! Addendum. His remaining attempts at communication are variations in decibel, Master. Recitation. Oh, yes, Master. The record of his last moments were... 5 droids, burning through the outer door. They're forcing their way into the bay. Please, someone that... Oh no, they're through! Oh, my leg! They're burning through my leg! Oh, stop! Stop, please! Addendum. His remaining attempts at... Objection. Master. Irritated objection. Master, there is a recitation. Maintenance control voice print ID R1B5. There. Confused query. А вообще написано было, что на дроидов это не работает, но как же он сосал. Все, сюда. Всю инфу вытащили. С гранатами еще. А я отошел. И челленджа какого-то не будет специального.
Да, ну типа, давно собирался, типа 4 руки не доходили, а тут 4 руки дошли. Че не поиграть там? Так, и поле мы не можем, да, убрать никак сами. Дверь можем взорвать. Так, а что это у нас? Ебать, что это? Это мне? Шахтер мод 2. Так, секундочку. Еще раз. Доп. Атака за 4 к защите. Наверное, нет, 2 секунды после вражеской атаку. 4 на все атаки. Минус 3 к точности. Стрелковый урон. Да, и шанс на крит повышенный. Типа как будто бы нам надо просто стрелять мощным и не париться. За 3 точности на много дэмэджа. И с огнеметом человек убежал к стану. Как же так играли-то, если вы не читали ничего? Типа игра-то несложная. Так, у нас есть 2 двери, можем одну вскрыть. Они в одно место ведут. Можно вторую сломать, да? Ну, видимо, виброклинок какой-нибудь нужен, там, плазменный резак, что-нибудь такое. Так, и что, тут лута никакого нет, да? Только дроид, только ради экспы. Так, там щит, туннель, да, то есть все, то есть в эту сторону без вариантов каких-либо. Сольфейс просто запустил сегодня игру и все просто заработало. То есть нужно было вчера просто перезайти после каких-то из настроек дроида. Ну, типа, что-то поменял в настройках, а не перезашел, поэтому оно не сработало. Заходить туда без шанса на открыть. Тут открывается. Дроиды. Станция техобслуживания, станция ТО. Так, и что там, рефлексы, да, предлагают засунуть в себя? Давайте засунем. 17 защиты, кстати. Я очень танковый. Так, и что у нас? Панель техобслуживания Пирагуса. Так, ввести код голосовой печати. Так, открыть дверь тамбур шут, используя доступ старшего техника. Проверить ID подсистемы. Ага, совпадает.
Finished the sonic imprint sensor prototype for the mining droids. Everyone knows they need an upgrade. The sensor should allow me to issue voice commands to them rather than manually adjusting their routine each time the mining specifications change. I've been keeping the sensor in the maintenance workshop for the time being. I wanted to test it first by recording and playing back some simple voice commands. Finished my examination of the droids from the Ebonhawk freighter. The T3 unit looked like it had shut itself down. The protocol droid, however, made up for it. It talked my ear off for most of the hour, asking questions about the facility, the personnel, and so on. Still, it wanted to make itself useful, so I put it to work until its master wakes up from the med bay. It seems to have some skills in speaking to droid behavior cores, so there's been some trouble with some of the mining droids, so I'm signing off. Been speaking to the protocol droid about the Jedi in med bay. I thought they'd all gone away or been killed in the Jedi Civil War. The droid told me that his master is the only Jedi he knows of in all the galaxy, and that the Jedi had served in the Mandalorian Wars almost 10 years ago. That would have meant that the Jedi served under Revan for a time. Maybe the Jedi knows what happened to Revan after the end of the Jedi Civil War. Been too busy to enter a log for a while. There's been more and more accidents since that Jedi arrived. The miners are starting to get restless, especially Korta. Korta said the exchange is offering a huge bounty on Jedi Knights and that we can make a fortune if we sell the Jedi to Nar Shaddaa. Security shut down that idea pretty quick, but I don't think Korta and his men are gonna give up that easy. I mentioned the trouble to the Jedi's protocol droid, and he seemed concerned about his master's safety. I told the droid not to worry. The Korta wouldn't. With the protocol droid's help, I made some upgrades to the sonic imprint sensor, using some of the droid's vocabulator subroutines. In addition to its ability to store and record voices, it now has the droid's full array of alien languages, including Basic. Should prove useful as a portable translator. I tried to make sure the protocol unit got some credit for helping fashion it, but the droid refused, saying the work was reward enough. I was thinking of installing the prototype in one of the mining droids as a test and see what happens. When the dock officer reported the droids repairing the Ebonhawk, I installed a voice print ID on the droid console system. Someone ordered them to repair that freighter, but I can't find a trace of the order anywhere. If anyone tries that again, they won't be able to do it from this terminal unless I let them. The voice print should cut any user off from the central functions unless I give the code. The maintenance check on the droids didn't help. If anything, the accidents have increased. Security interrogated me about the droids and they weren't too happy with my answers. I don't understand it though. These aren't combat models. They shouldn't even know how to attack. I can't help but think, what if somebody staged the initial trouble with the mining droids just to get them all sent to maintenance, and then did something to them? I think security's right. Someone's trying to sabotage this facility and they're using the droids to do it. But why? Так, gasolina процедурам. Проверить выходы из топливного хранилища. Проверить сдерживающее поле. Поле активно, нужны брешь топливопровода, отсек отказан. Следите источник разрыва. Система регистрирует взрыв в одной из главных топливных магистралей. Сдерживающее поле было активировано, чтобы изолировать взрыв в ангарном отсеке и топливных магистралях. Что топливные магистрали напрямую соединены с ангарным отсеком. Если вы сможете получить доступ к топливной магистрали, сможете легко обойти сдерживающее поле. Другие выходы из топливного хранилища. Так, турболифт до административный этаж. Отказано. До шахтовых туннелей. Отказано. Тамбуршлюз. Так, аварийные подпроцедуры. Так, система связи. Провести диагностику определенных систем. Система прибора уничтожить. Система связи, хранящая неисправность. Доступ к камерам. Камеры сдерживающего поля. Есть. Технический этаж. Есть топливная магистраль. Оу. Выбросили поврежденный Т3 единицы. Он может быть тем дроидом, которого вы ищете. Камера тамбур-шлюза. Чисто. И по идее все. 950 экспы за то, что мы все повскрывали. Сохранится. Как же, да? Был дело. Ну, типа, знаешь, в детстве условно давно. Условно давно. Так, и что, ради шкафчика? Чтобы выйти через тамбур-шлюз, вам нужен космический скафандр, хранящий шкафчики в этой комнате. Он надевается, значит, а вы выходите в внешнее пространство.
Берем костюм, скафандр, да, и пока не выходим, потому что у нас, по идее, сюда мы можем пойти, в турболифт. Правильно ведь? Можем. Здорово. Found anything? Yeah? Yeah, we'll watch your back. Look, I could have let you rot in those mining... You know what? I don't trust you. For all I know, you could have caused all this trouble. So before you start accusing me of anything, Jedi, maybe you better take a look at what you've done. So they are still alive. But the dormitory comm isn't picking up... Voice print? Great. That means he'd... There's ways to beat voice prints, though. If you can get samples of his voice in the... You know, I overheard the maintenance officer getting chewed out by the security officer. You might want to check this... That's a start. See if you can find it... Yeah? Yes? What have you found? Indeed, it answered. Then hope. Так, это мы все знали, это мы все слышали. Ну, вообще, типа, как может быть джедай светового меча, да, вообще, типа, изи. Если что, световой меч это не панацея, это, типа, хайповая, конечно, штука. Местами довольно удобно и т.д. и т.п., но это не является чем-то обязательным. То есть, если ты видишь джедая, это не значит, что у него есть световой меч. И наоборот, если ты видишь световой меч, значит, что это джедай. То есть, просто они делали это хорошо относительно других числов. То есть, в среднем не резали себе руку, обучались на все это дерьмо и так далее. И, типа, главная фишка, как правильно заметил Ляк, это владение силой, чувствование силы, вот это все прочее. И они, типа, могут так же хорошо стрелять, так же хорошо могут драться, так же хорошо могут заниматься любыми делами. Кто в моде, кстати, ускорил вот этот скафандр, ебать лайкос ему. Ну, Барб, в среднем они те еще бездари. То есть там есть вот типа десяток. Десяток типа реально жестких, остальные реально вот типа, знаешь, как по объявлению набрали. Huh? What are you doing out there? You're crazy, even for a Jedi. Look, you need to get out of there, quick. What little is left of the facility's venting systems have gone active, most likely from the explosions in the mining tunnels. They're venting Paraga's fuel deposits into space through the exterior vents, right in your path. I can't. I'm locked out of the main systems here. I couldn't shut it down if I tried. The vents look like they've been purposely rerouted to vent the gases to the exterior. And only in the last few minutes. It's almost as if... Now what now? I don't believe this. There's a ship coming in, sending a docking code. I have a bad feeling about this. Первая часть была. Первая часть уже была. Тут прибыл корабль к нам на разборке. И по поводу меча, возможно, чтобы собрать, да, чтобы пользоваться, нет.
Пользоваться кто угодно может. Ой, я знаю этого чела, кстати. Тут Сухарь, он жив? He has come. Он пришел, товарищи, он пришел. Так, ну он пришел, но мы тоже пришли. Я слышу уже дроидов. Как мне дверь-то открыть? Нашел ходки для этого. За этих по 125 кстати, дают. Почему-то. Почему мышка не работает? Так, escape, F4.
Ну что, 20 хп, что ли? Ебать, он лютый. Теперь же включили систему пожертвушения, мне не попасть даже в жилую секцию. Я видел, как турели повернули свои карбонитовые замораживающие лучи на Мобана, не дав ему пройти половину комнаты. К счастью, зона поражения у них явная. Не дальше самой комнаты, так что в коридоре я остаюсь в безопасности. Но у меня нет такого оружия. Чтобы снять их на расстояние, и генератор, раскрывающий поле, у меня нет, чтобы как раз через комнату. Я пытался отпереть дверь в хранилище, чтобы взять там какие-нибудь морозостойкие предметы или гранаты, но дверь перекрыла во время изоляции. Я плохо разбираюсь в системе безопасности, чтобы ее открыть. И шумового заряда, чтобы вышибить ее, у меня тоже не было. Все же, пока дроиды не дошли до этой секции, со мной все должно быть хорошо. Вот прям много, да, всего? Плюс шкафчик. Плюс шкафчик. Плюс шкафчик. Ионная ячейка и изолированные перчатки. Что у нас? Иммунитет к урону 30 холод, 20 огонь. По кайфу. Кредиты. Так, ну типа все, да? У меня есть бластер, у меня есть инвиз, у меня все на самом деле есть, на все случаи, мы все умеем пользоваться. Так, не учусь доставать мины. Взять специфику на мины. Сейчас пока они малые, а потом-то они большими будут. Это очень много денег. Сколько на 21 ебал только что. Кто-то из этих дроидов жесткий.
Еще немного странно, что промах. Потому что я в среднем нормально раскачан, чтобы попадать. Меч пока не дали, и билд, возможно, будет не через него. Ты присоединился к городским нищим? Здорово, Флэр, welcome back, заходи, рад видеть. Хочу передать, что Берн заснул. Но это не новость. Барп, это тоже не новость. Скажите, когда будет новость. Да, эти были довольно неприятными соперниками. Аптеки можно взять, но зачем взять аптеки, если их можно не юзать? И так типа справляюсь. Не тот файт, где прям пиздец страхают. Ебать. Диаграмм, он пройден. Так, и что у нас? Консоль вахтового распределения Пирагус, аварийная изоляция. Основные функции отключены. У нас много запчастей, можно отремонтировать, распределить главную систему консоли. Успех, вы перехватили управление системой, обойдя основные функции консоли. Да, проверить расписание рабочих смен. Это, похоже, всего лишь длинный список рабочих назначений, и количество готовых к работам шахтеров за последние 3 дня сократилось с ссылками на записи, со ссылками на записи медотсека. Доступ к удаленному управлению камерой. Столовая. Два, да, дроида. Западное общежитие. Туман. Учить систему вентиляции в общежитии. Все, да. Восточности тоже все найс. Турболифт до администрации все найс. Так, доступ к системе связи общежития. Если связь заживает, на общежитие носится ни звука. Прекратите аварийную изоляцию общежития. Да, Барб, D20. Она самая. Так, все, 250 получено. Класс сложности, уровень персонажа, D20, все как надо. С первой части в этом моменте ничего не поменялось.
Не трупы. Ну да, ну типа их дроид убил. Почему бы им не быть трупами, если они мертвы? Насик. Эту часть или первую? Первую стрелял в последний раз. Эту проходил с мечами всех видов и расцветок. Сам никогда не стрелял, поэтому хочу попробовать пострелять. Ну, либо кулак. Что там у нас? Пожарный опять дроид. Столовка, да, наверное? По крайней мере, пиздец на нее похожа. Можем от него свалить на скорости и залечиться. Как будто бы можем, да? Воли, конечно, маловато. Это может быть проблема, но мы возьмем потом антистан и хуестан, вот это вот. Будем попроще все это дело переживать. Вообще, конечно, типа с ситхами пострадаю я немного с таким билдом. Ничего, я не могу усыпать, что он поврежден, не могу взорвать, да, потому что не хватает навыка. Надо профильную брать и не выебываться, да, получается. Ну, с гранатами у меня разговор отличный. У него скорима явно не будет. Шпигалайзер, я думаю, это либо станящий, либо морозящий, ну типа, короче, контроль. Это контроль с каким-то уроном, и вот этот дроид в меня еще кинул. Типа звуковой гранаты тоже, задебустил там на условный рефлекс. Не супер приятные враги в большом количестве. Но я в среднем скорее справляюсь. Чем нет, причем мне, наверное, в общагу типа было не обязательно попадать, да, но мы можем типа это сделать. И это он свои гранаты тут. Не чисто для инфы, там подлутка будет, там же куча людей. Базовая ионитовая кромка. Блин, кстати, вибромеч уже очень плотный можно сделать. Дыхательная маска, пояс, звукоподавитель Ротек. Бдительность в звуку, либо иммунитет к яду, да, давайте берем. У меня взрывчатка 1, есть рефлекс ловкость. Скрытность. Иммунитет к урону 25 от звука, 2 скрытности. Ну, как будто бы... Как будто бы вот это суперский для меня. 13 рефлексы сразу, 5 ловкость. Это, по идее, 20 защита сразу.
Я теперь на самом деле очень жесткий. Маяк вымпел, что бы это ни значило. Датапад, журнал шахтера. Устроили сегодня очередную лекцию на тему контрабанды. Охрана еще не начала ревизию наших жилых помещений, так что тайник на нижней полке моей комнаты в восточном жителе должен быть в безопасности. Никто и не узнает, что он там есть, если не будет знать, где искать. Опять приходил Корт и спрашивал, есть ли у меня особый товар на продажу, но у меня возник нехорошее зрение от того, как он об этом спросил, так что я... Знаешь, как я промолчал. Я хочу оставить себе тот бластер, который провез Стелласа и пару гранат на случай, если здесь станет жарко. У дальней двери комнаты есть один плюс, она выигрывает мне достаточно времени, чтобы выбросить контрабанду, если охрана будет на границе проверками. Что видишь, не чисто для инфы, там еще подлодка. А что с ранкаром? Я думаю, справимся. Типа, ты же понимаешь, да, что я вот сейчас типа ничего не бущусь, я без доспехов, без оружия, без прогрейдов и т.д. и т.п. То есть все еще будет. Так, еще маска, противоядие и столовая. Так, пусть об заклад, что у них руки до починки вентиляционной системы так и не дойдут. Если пищевые процессоры снова заработают, то когда пара опять начнет скапливаться в столовой, я уж лучше помру, чем меня стошнит. Держать здесь дыхательную маску, да дурно сейчас в случае повторится. Так. Что мины делать могу, в них нет смысла. Гранаты делать могу, в них нет смысла. Стимуляторы делать не могу. Что странно, я вроде взял третью. Но мне 4 силы все равно теперь не нужны, мне нужно вот это. То есть 6 это не скоро. По факту вопрос только вот в этих штуках. Иммунитет крит удары. Станет неплохо. Но это много обработки ран надо. 5, да, например. 14 сложений. То есть еще надо будет его подкачать, видимо, где-то. Для имплантов помощнее. Так, и все, да, туда выход. Мы можем еще одну комнату прочекать перед общагой. 22 армора у меня становится. 20. Это я под этой штукой 20. То есть 18 своего. То есть 18 своего. Вот и корта, кстати. Шахтерский лазер и журнал. Похоже, этот журнал может встать в главу правителя, чтобы спасти содержимое. Шахтерский лазер, боевой стимулятор. Мандалорский рукопашный щит, кстати. Они вот здесь погибли. Что проходит? Будет через бластер? Я думаю, что через бластер. Нет причины играть как-то по-другому. Бластер хайпово звучит. Так, это западная, наверное, да? Восточный в конце заглянем. Вот это крит. Это царская хуйня сейчас случилась. Тут же не будет дроидов, правильно? Пожалуйста, шахту администратора. Так, ставить, да? Пояс звука... Так, гаморский наручи, пояс звукоподавитель Аратек. Наручи. Физический урон плюс 4, но минус 1 атаки в безоружном бою. Бля, да это звучит хайпово, если честно. Изолированные просто резисты дают. Так, аэротековских 2 пояса у меня теперь. А, реально монах говорят, давай забилаем. Так, прогрейды для оружия.
Феромон комплект. Что, убеждение подкидывает? Убеждение и харизма. Вообще, как будто бы даже я бы взял, типа, у меня вот еще один рефлекс. Вообще погода не сыграет, там и так слишком высокий показатель. Да, конечно, получится, Настик. Он уже готов. Если у меня будет лайтсейбер, то он будет брать ловкость, а не силы, и он уже типа будет разваливать. Это уже есть. Так, не могу, да, поставить? До левела мне 3000 тяжеловато будет высрать. За одну комнату буквально. Промах. Но урон красивый, конечно, без вопросов. Дальняя комната вот это, видимо, да, но я не могу ее вскрыть. Бля, пиздец обида, у меня столько взрывчатки, типа. Я не могу ее никак получить. Использовать никак не могу. Так, ремонт, давайте. Пускай консольный предмет запчастей. Этот мы разобрали. Так, и чё, давайте поискать чудные голографические записи. Они отсутствуют. Вставить журнал шахтера-администратора. Так, доступ к записи, аварийный статус. This may be the beginning of a long record. It's about an hour after the facility suffered the explosion that triggered the emergency lockdown. Just finished helping the dock officer set up the transmission relay. Not much signal strength, but it's better than nothing. The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17, 13, then the next 2 numbers are... Sir, couldn't we contact the medbay? Maybe the Jedi's awake. If so, she could help us. No good. The link to the medical computer was severed from the hub, just like the administration console. Even if the Jedi wakes up, how would we get the dormitory turbo lift code to her? Without it, the turbo lift to the administration level is locked down. We just took an inventory of our supplies. We've got enough emergency rations in the dormitories to last almost a month. But with all the problems in the facility, I don't know how long we'll last. I wish we could contact the Jedi. Maybe she could... No. She's still floating in that damn tank. Someone's played us for fools. And since KOTOR and his crew aren't locked in here with us, it's pretty clear who it was. If I ever catch up with that Mandalorian-loving son of a... At least the air scrubbers are still working, even though they're tied into the... Hey, what's happening to the ventilation system? It's... Так, шахтера-прораба.
Manama treto sobre barakto drun. Krishe mentru gre bavano flank tour na saganich. Grave no ku se tabate. Trawinsto so potuto neliep grimpatado. Trawinsto busuto neliep grampatada. Tele ronda nana nintolo gradatira. Der winterunto wakere kwe wapatera tana chingaradana. Ferra rampada no de ringtada nel camera cella fibo no bodat. Dosane caramala blue incident mel rebe chinchin cranactada. Relibe coronto so mele grima con corre gimbasa. Rechu contrada suma con cere non grum. Geractada cemense binga rukutoto und chuchur remananza. Der winterunto wakere kwe wapatera tana chingaradana. Ferra rampada no de ringtada nel camera cella fibo no bodat. Dosane caramala blue incident mel rebe chinchin cranactada. Бля, вот чел, который озвучивал этого парня, ебать он шпрехает. Круто. Manama treto sobre barakto drun. Krishe mentru gre bavano flank tour na saganich. Grave no ku se tabate. Trawinsto so potuto neliep grimpatado. Trawinsto busuto neliep grampatada. Tele ronda nana nintolo gradatira. Der winterunto wakere kwe wapatera tana chingaradana. Ferra rampada no de ringtada nel camera cella fibo no bodat. Dosane caramala blue incident mel rebe chinchin cranactada. Ferra to rampada no rinca nel camera cella fibo no turu kavere kare papanala ranchinga. Totorere senisensen. In сеше транда унлонтрос на what сеш? Татарский, да нет. Татарский я хоть сколько-то знаю, это не похоже на него. Manama treto sobre barakto drun. Krishe mentru gre bavano flank tour na saganich. Grave no ku se tabate. Trawinsto so potuto neliep grimpatado. Trawinsto busuto neliep grampatada. Tele ronda nana nintolo gradatira. Der winterunto wakere kwe wapatera tana chingaradana. Ferra rampada no de ringtada nel camera cella fibo no bodat. Dosane caramala blue incident mel rebe chinchin cranactada. Ferra to rampada no rinca nel camera cella fibo no turu kavere kare papanala ranchinga. Totorere senisensen. In сеше транда унлонтрос на what сеш? Ona juun senisensen drawicha nel camera cella fibo no. Your ears always were too big, Cian. Come on, if the maintenance officer comes through on the explosions, these dorms are gonna be filling up soon. And shut that damn data pad off and throw it down the refresher. We managed to get to the dormitories. We should be safe here. We've been trying to use the holo transmitter to beam a transmission to the administration level to end the lockdown. But the administration console's been severed from the main hub. Everyone thinks we should try to evacuate on our own as soon as possible. But there's no way to break the dormitory seals from the inside. I'm going to keep sending distress calls in the meantime. We've been trying to find a way to circumvent the lockdown and get to our hangar bay, but so far, no luck. The situation's worse than we thought. Even if we get out of here, we can't shut down the fuel depot force fields if a fuel leak was detected. If so, the only way off this asteroid is if a ship docks with us. But the only connection to the docking platform is on the administration level, and we can't get up to the docking bay while we're trapped here. I only hope someone survived the explosion in the mining tunnels. If not, then we're stranded here. Unless our transmission reaches a passing ship, or a Telos freighter. Managed to use the holo transmitter here as a crude relay to beam short burst transmissions outside the Paragas facility. With any luck, the transmission will carry beyond the asteroid field. We've set the emergency transmission on automatic playback. We're using a simple military flash code to transmit the code to the turbolifts, so maybe our rescuers can get down to the dormitory when they reach the station. Without those turbolift codes, our rescuers wouldn't be able to get here from the administration level. And without those codes, the messages are short distress calls only, since we can't get much signal strength. It's pretty weak, so unless a ship is... After all... Он зашифрован. Я могу дешифровать его бесплатно. What did you want to talk to me about? I have to suit up and drill the 3219K asteroid claim within the hour, so talk quick. I heard you had plans for the Jedi, about selling her to the exchange. Yeah, but security already said their piece on that, didn't they? Nobody's getting sold to anyone. Are they? I've seen the logs you've been accessing. Maybe the two of us could work something out. It doesn't matter what we work out. We wouldn't make one hyperspace jump before what's left of the Republic was on us. If you have a way off this station, I can cover our tracks, and ensure the Republic is not alerted to our presence. Well, I may know someone. Works the system on special jobs. He may want to know details, but I might be able to arrange transport. I've seen the logs. I know you've already asked him and given the details. Once he agrees, I can handle the rest.
Handle the rest? Like how? When the time comes, I'll contact you via comlink. Maintenance out. Since when did the maintenance officer grow some horns? The transmission gives the code to open the turbo lift when Так, прежде подпространственного флеш-алгоритма. 3, 17, 13. Then the next two numbers are... Точка 1, да? x10-5. Я бы сказал, если бы x не было 5, а -10. Да, и тут похоже, что мигающий код военного образца, похоже, что точка равна 1, равняется 10, а x это 5. То есть запишите куда-нибудь 3, 17, 13, 5, 7. XP нет, блядь, щит еще активировал случайно. А, похуй. Так, открыть дверь турболифта. 370. А, ну все, да, не надо ничего вводить. Ввести код вручную. 3, 17, 13, 5, 7. Неудачно. Бать, код неверный, погодите-ка, ебать, что нахуй? This may just finish helping the transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17, 13. Then the next two numbers are... Sir, couldn't we contact the med... No good. The transmission gives the code to open the turbo lift when or if help arrives. Code is a simple group of 5 numbers. 3, 17, 13. Then the next two numbers are... Ну, как будто бы нет другого, да? 3, 17, 13, 5, 7. В журналах камер турболифта сейчас туда надо прийти и попробовать потыркать, типа не тратить шип. Там придет какого-нибудь техника и реально поменяет там на какую-нибудь единичку. 3, 15, 16, 23, 42, да, там что-нибудь такое будет. Almost didn't make it out of the dormitory section before the lockdown, you murglak. You're cutting a little close, aren't you? Yes, a regrettable miscalculation on my part. I'm contacting you because I'm picking up a subspace transmission from within that level. Is that your doing? No, they must be trying to use the old relay system to send an emergency signal. I doubt they know what's really going on. Hey, this turbo lift's locked down. Try the code again, and don't worry about the miners and their transmission. By the time help arrives, we'll be all the way to Nar Shaddaa. Oh, they won't be leaving the dormitories. The explosion within the tunnel has damaged the ventilation systems, causing breaches in the core exhaust conduits. What? That's going to kill them all! Not all of them, but I'm sending a number of mining droids to your location right now to correct that problem. Corda, this turbo lift's locked down. The sequence isn't working. Keep trying it! You! Why are you doing this? Why me? You. It was never about you. The Jedi is all that interests me. But then you had to ruin everything by revealing her identity and then trying to harm her. And that I cannot allow.
Statement. You are a risk, Korta. You are impulsive, crude, and soon, deceased. Mocking query. Korta, are you dead yet? Smug statement. I believe I forgot to mention that I reversed the turbolift codes. In case you managed to get this far. Вот. И наш робот всех убил и перевернул шифр в обратную сторону. Разблокировано. I have felt a disturbance. Our enemy is here. We must leave at once. We are together in this matter, you and I. What affects you affects me. There can be no division in our actions, or everything is lost. I realize that you have traveled alone ever since the Mandalorian Wars, but that time of self-reflection is over. And if you cannot see beyond yourself and your own needs, then you should know that I have the only means of accessing the Ebon Hawk's Navi computer. Without it, we both are trapped here. We need to make our way to the docking area on this level. I fear the airlock has already opened, and if so, we must be on our guard. If we cannot reach the Ebon Hawk, then we must find a way to escape on the ship that has docked here. Плюс скачкам опыта дает. Хэпон. Так, и чё мы? А куда нам сказали идти? Вот туда, туда. What in space is going on? Who's this? Another Jedi? What, did you guys suddenly start breeding when I wasn't looking? Alright. I'm guessing that Republic ship that just docked isn't carrying friends of yours. I hope your talent for understatement is offset by your skill with a blaster. If not, then I fear our time together will be short indeed. Yeah, and I'm also good at running and drinking, Your Majesty. And even if you two aren't big friends of the Republic, that warship's the only way off this station. Good thing we have a clear run to the ship. Threat. Master, perhaps I did not enunciate clearly the last time we spoke. I suggested that you should shut down, stay put, and wait for rescue. Correction. I am not here to argue semantics, Master, so I will simply inform you that you are wrong, as were those recently corrected miners. Indignant answer. Master, the miners intended to place you in jeopardy. I could not allow that to take place, so I was forced to negotiate a termination of hostilities. After reprogramming the mining droids to mine any organics they perceived, they began to kill the miners one by one. Then a series of flawlessly timed explosions drove the miners into their dormitories, where I was able to gas them all at once without wasting time hunting them through the mining tunnels. I then administered a large dose of sedatives to the remaining miners in the med bay, enough to kill them, but ensure you slept peacefully. Of course, against my calculations, you awakened from your tank prematurely. I am ashamed by the inconvenience that caused for both of us.
Answer? You misunderstand me, Master. Those droids were there to guard you. As I said, I did not anticipate you awakening from the tank. You are quite a hardy specimen for a Jedi, a rung-toe among humans, if you will indulge me the metaphor. Besides, as you proved, Master, such droids could never pose a threat to a Jedi. The droids were custodial in nature, cleaning the facility of other distractions. Resignation. Very well, Master. If inflicting pain is the only means to resolve this matter, then you leave me no choice. Нахуй. Да последняя жестко. Залетела. Focus. Optimal accuracy ratio achieved. Как же он трахает, да? Но мы все равно не будем качать левела этим габриком. Ну, насчет соло не знаю. Можно и соло. Ну, типа, можно и в пати бегать, можно и соло. Типа, Фрея прикольно, что XP дает. What in space is going on? Who's this? Так. Good thing we have a clear run to the ship. Threat. Master, perhaps I did not enunciate clearly the last time we spoke. I suggested that you should shut down, stay put, and wait for rescue. Clarification. Assassin droid is the function I perform. Has been referred to as wanton slaughter. Answer. It is beyond. You have been chiding answer. My pro. However, I am free to say that my answer. No, Master. Killing you was never the intention. If you resist my attempts to return you to your... Так. Или у него снайперский получше вкачан. Так. Да, так хорошо. Yes. I hear you. Не перевели-то. Так, аккумулятор, продвинутый шахтерский лазер и механизм самоподдержания дроида.
Вообще, типа, этот не модифицируемо, а этот как будто бы модифицируемо. Это непонятно. А куда нам? Something is wrong. I sense no one on board. You sense no one on board? Sense any assassin droids creeping up behind us like last time? Everyone here has been slain, yet there are few signs of battle. No carbon scoring, no blast of fire. This place has been hit by assassins of a different sort. Then what are we doing on this ship? We were better off in the facility. You two are supposed to be Jedi? You two are the worst Jedi I've ever met. Подожди, я не спрошу, откуда он еще джедаев встречал. If the assassin machine was correct, then we cannot reach the hangar. Be silent. I need some time to think. Look, I don't mean to cast another shadow on this, but even if you could reach the ship you came in on, it wouldn't matter. You'll need the orbital drift charts to clear the Paragus asteroid field, unless you want to have the shortest flight out of Paragus ever recorded. Oh, you mean with the huge crew we brought along with us? That's a brilliant idea. Well, of course they have the asteroid drift charts in their Navicomputer. They'd have to. Well, we'd have to get to the bridge, I mean... Well, that's the biggest problem I can see. That is a sound plan for the moment. Let us go. Our enemies gather... Very funny. Right now, I'm better off with the two of you, so... Изи влияние теряю. Так, и что у нас тут? А дроид там так и остался, да, в ебенях? Я не кидаю 20, но типа если навыка слишком мало, я вообще не могу открыть, а так я типа могу с шансом открыть. Правильно? А вот и они. Everyone down! Time to even the odds. Без дропа, да? Победа так-то уверенная. Может, хочу тебе левел взять хилку или она с 8-го? Что, уже мостик, что ли? Туре нет, тогда сюда рано, погодите. Или не рано?
Так, у меня больше запчастей, да, чем шипов, поэтому ремонтируем, перемаршрутизовываем нави-компьютер. Загружаем карты орбитального дрейфа астероидов и смотрим записи. Sir, we've just received an emergency broadcast. A freighter under attack by Sith forces. Can you get an ID on the ship? Yes, sir. We have its ID signature. It's not in our databanks, but its profile suggests some low-stock freighter. It says it's being hit hard by a Sith warship. Sir? I'll need to confirm with command before we move to intercept. Report. The Sith warship is empty, sir. We attached an umbilical and sent 3 strike teams through it, and there's no sign of a crew or its commander. There's no one on board? What about the escape pods? They're still in their berths, sir. This place, it's empty. It's like a ghost ship. Then who was firing at the freighter? We don't know, sir. The freighter's empty too. We did a clean sweep and nothing except a lone T3 unit, badly damaged. Did you still want tractor beams to the Harbinger? Search the freighter and the warship one more time. If they're clean, then we'll tractor the freighter over. Yes, sir. No idea why the Admiral thought that freighter worth all the effort, but we'll find out. Everyone in the Ebon Hawk was dead, sir. We're starting autopsies within the hour. What about that Sith corpse we retrieved from the warship? We haven't had a chance to fully examine it, sir. He looks human, but he's fractured in several places. Then keep me posted. Something's wrong here, and I want to know where all those Sith on the warship went. We're still experiencing a problem with the communications array, and now maintenance is telling me there's a cascade failure in the weapons. Sir, I just picked up an unusual sound from MedLab. Ah! I have come for the Jedi. What the hell was that? Sir, I don't know. Communications just got cut. Send a security team to MedLab, now! We're still experiencing a... Не то. Так, это что, level up? Так, и что мы берем? 9-й комп, 9-й взлом. Чего не могу взрывчатку качнуть? Не слышу. Типа лимит на уровень. Не, она стоит 1, я именно что не могу типа качнуть. Так, иммунитет силы оглушения, специалист рукопашник 2. И теперь не 1,4, а 2,8 к урона, что хайпово. Так, надо что-то взять. Ну, как будто бы мне вот это надо. Да, дается бонус к урону на 7 стрелковым оружием. И налагается штраф из любой попытки отразить бластерный заряд. Так, и способность хилка, да, доступна. Либо второй щит. Нужен мне второй щит? Да, наверное, нет. Есть второй разговорный. Давайте пока возьму эту хилку, потом доберем. Не, просто если будет очень нужно, я качну левела этим гавриком, и бабе возьму хил, потому что она джедай по дефолту. Из чела мы тоже джедая можем сделать, и светлого, и темного на выбор. Но мне впадлу. Так, ты можешь нам хосту дать? Ты можешь себе баф дать на резист? Так, ты можешь разъебать их?
Теперь он встал и все умер. Вообще он не должен вставать. То есть, а кто будет тогда танчить перед моим ебалом, если я раздопэшиваю? Луки-то у меня еще нет, мандалорца-то у меня еще нет. Да не, нормально, сейчас она дольше жила, чем второй чел. Так, проверьте инструктажные записи. Именно курса Андерон. We've been diverted from Onderon to the Outer Rim. There's not enough ships out there, and we're already hard-pressed to keep patrolling the regions under our jurisdiction. I'm afraid we're going to lose it all. There's just not enough ships and too much territory to cover. We're still rebuilding from the war with Malik, and sometimes I wonder if we'll ever recover. Still, we have our orders, and the Republic's put the highest priority on this mission. Looks like the trouble on Onderon will have to wait. As ordered, we've picked up the passengers from the Outer Rim and have made quarters for them. Once aboard, we've plotted a course for Telos. We expect to arrive within 10 standard days, provided there's no mishaps. I've been ordered to give the passenger no special treatment, nor make any indication of her identity. I have some reservations about turning the Harbinger into a passenger liner, but the orders were clear. Whoever this passenger is, she's got diplomatic level priority, whether she knows it or not. We picked up a distress signal and are sending a message to the Republic for permission to investigate. We have also transmitted the damaged vessel's ID signature to the Republic. According to the message, it's being pursued by Sith forces. There's no match for the vessel in our databanks, but the profile of the distress signal suggests it's a stock freighter of some kind. We'll only know for sure when we arrive, and we'll find out if the signal's genuine or a trap. We wanted to check with you, sir, before diverting course from Telos. There appears to be some battle that has taken place in the sector, and we've received a distress signal. You have permission to divert course, Captain. If there's a Sith presence in the region, I want you to investigate. The ID signature on the freighter, did you get confirmation on it? Yes, sir. We did not have the vessel listed in our databanks, so we transmitted the code to you. Was there a match? There was, Captain. If you find any trace of that vessel, even wreckage, I want it. Yes, sir. After you've investigated the sector, resume course to Telos with the passenger. It is of the highest importance that she reach Telos. Yes, sir. I'll make sure she arrives intact. Good hunting, Captain. Admiral Onasi out. Sometimes I wonder if the right hand of the Republic knows what the left hand is doing. I'm always being kept in the... Query. You sent for me, Captain. Yes, I need you to check on the passenger again, see if there's anything she needs. Try not to be too obvious about it. Her safety is our top concern. Statement. I shall use the utmost discretion, Captain. As always, it is my pleasure to serve. Так, и что мы, получается, ту не можем открыть, да? Капсулу спасательную. Нам надо вниз, получается. То есть та дверь недоступна. И по идее я не могу ее открыть никак с этой стороны вообще. Правильно? Правильно. Поэтому поехали вот сюда.
Are you all right? This was your room? When? We do not have much time. Whatever you intend to do it quickly. Так, нашел свою каюту. Так, датапад Елдина, именная наручная повязка, медпакет и биорепаративный подслой мод 1. Елдин, вам предписано явиться в медицинский отсек предвестника для общего обследования. Процедура автоматическая. Просто вставьте данные датапад в медицинский компьютер, чтобы получить свои инъекции. Так, и далее вот эту вот штуку. Телосложение +1, как щит. Супер имба. Что в такой слот найти статы, этот, ну, это что-то с чем-то. Так, все, да, это мы вскрыли. Вот эту вскрываем тоже. Низкий пункт навыка. Ждите-ка, ебать, что? А, ну ломаем дверь, все нормально. Насколько она взлома, то есть у меня не может быть больше взлома, чем есть сейчас. Ну, отмычку, ладно, отмычку быть может, но все равно, типа, это супер дохера, учитывая, сколько у меня ловкости и инты, да, которые бонусом идут. Yes. Ситх убийца, что ты мне можешь сделать, чел? More where that came from. Let us end this. Focus. Это что у нас? Мне это цель, вот туда нам надо. Нет, не хочу лечиться. Тут мне инъекции должны были какие-то сделать. Я думал, что я какой-то буст получу перманентный. Может такое быть? Так, а что тут круговая? Да, ну можно все сбегать и потом сюда прийти. Так, F4. 4. Бежали искать ситхов. Time to even the odds. Time to take you down to size. More where that came from.
Воинский энергоарбалет. Это считается как бластер? Как бластер, да, на 2.11. И урон X3. То есть как будто бы имбу нашли под свой класс. Ой-ой-ой. Пояс с инструментами из ЗРК. 2 взрывчатка, 2 ремонт, 2 взлом, 3 обработка ран. Нахуй ловкость мы берем. Вот это подгончик, конечно, то, что сейчас надо вообще для проверки статов. Так, F4. И можно модифицировать. Ну, можно и нужно модифицировать, это очевидно. Так, не может быть открыто. Мы можем с той стороны, по идее, прийти. Ну, по крайней мере, попытаться, да? То есть, если она здесь открывается, то можем. Let's settle this. Fallen. I will silence this one. Той самой одной ловкости не хватило. Если вообще не умереть здесь. Так, сделали. Вот до сюда, да, мы добежали. Помните, обслуживание прошли. Время пришло, да, наверное. Как бы время пришло. Мы же никуда не торопимся, правильно? Можно и полечиться. Так, давайте вылазьте. Гранату в них кинуть или жалко? Жалко, наверное. Очевидно, заблокировано. Очевидно, полечились. Так, тупик. Выходим с той стороны. Турболифт пока не идем. Focus. This shall not stop us for long. Everyone down! Ну не прямо из воздуха, они типа в этом. В стелс-сьюте типа стоят. Я бы тоже мог в таком типа ходить.
Датапад их обслуживания дроидов. Журнал их обслуживания дроидов. Не знаю, подарок этот новый дроид ТШК-50 или проклятие. После того, как был спасен старый протокольный дроид, случайно активировавший осколочную мину, это какая из помех заняла его место. Проблема в том, что не очень-то он хорошо команды понимает. Я зачастую понять не имею, где он бывает. Докладывали, что он был замечен в помещениях экипажа, с капитаном, в техотделе и даже в медлаборатории. Подумать только. А стоит мне спросить дроида об этом, как тот мне хитро отвечает про налаживание связей. Я не знаю, кто ввел в эксплуатацию эти модели ХК, но они мне не нравятся. Так, вспомогательные дроны выглядят отключенными. Так, а этот саботирован преднамеренно. Протокольный дроид. Который, наверное, взорван, да, был? Так, ну что, медотсек остался? Что мы тут можем потрогать, кроме большого вот этого? Поврежденный медицинский дроид. 3 запчасти. У меня их 17, я могу себе это позволить, давайте. Этот дрон-медик выглядит поврежденным, если удастся его починить, то сможете получить, то, может быть, получится активировать его медицинские схемы, там он сможет сопровождать вас и лечить раны. Поехали. 90 экспы. Так, и вот какая-то капсула в центре, она вроде с той стороны подсвечивалась. Разбитый какой-то резервуар. Внутри, вокруг попола разбросаны осколки. Да, он будет бегать за мной, я понимаю. Вопрос в том, что за этот экспу дают. Вроде дают. Не вижу причин отказывать себе в этом. Так, турбо-лифт, поехали. По идее наверх, да, должны вернуться. I have a bad feeling about this. Don't you feel it? Something's gonna get real wrong real quick. You don't survive on the rim as long as I have without knowing when trouble's coming. Alright, but don't say I didn't warn you. Trust me, when it comes to staying alive, I'm rarely wrong about these things. Сильное влияние, блять, я просто спросил, думаю, такое крылатое выражение. Не буду переигрывать. Ты меня трогал на отсеке? Наверное, нет. Скорее нет, чем да. Ёпта, почему не ускорялка первая? Я ж только что ее ставил. Так. Давайте. Вставить датапад, проверка для терапевтического запроса Елдина. Терапевтический запрос Елдина в ходе общего обследования 3,5 дня назад было введено седативное. Задействована функция аварийного обхода, дозировка выше за рамки протокола безопасности. Во время вашего последнего досмотра вам замедленно ввели дозу седативных препаратов, которая убила бабу человека. Должно быть, это и есть причина, по которой вы потеряли сознание после угона предвестника. Так, идентифицировать KOTOR резервуар. Ладно, я понял, она смотрела вот в ту сторону. Проверить все медицинские записи. Something's wrong. Ever since we picked up that Sith firefight in the region, crewmen haven't been reporting for their shifts, and I can't reach people on the comm. The strange thing is, I keep feeling like someone's watching us here in the ship, but I can't see anyone. I don't like this. Checking the survivor from the Sith vessel. I'm not sure whether he's alive or dead, or what's even keeping him together. His flesh is cracked and scarred, and I'm registering several thousand fractures in his skeleton, as if each bone was splintered repeatedly over time, then put back together. Judging from the scar tissue, I believe these wounds took place before his death. If so, he must have been in constant pain. I have no idea what's been keeping him together.
This is the medical officer. The soldiers sent to the medical bay have just died. I don't know where the subject went. I think he's gone to find more of the crew. With him are Sith. They just appeared right out of thin air, like they were wearing stealth generators, but I think they were always on board. When we stopped to pick up that freighter, they must have come on board the Harbinger. I have no idea how many are on the ship. There could be only a few, or as many as 100. And with communications cut off, we can't call for help. I think that thing in the tank was a Sith Lord, alive the whole time, waiting for something to wake him up. Так, запись камер. Так, и забрал химикаты. I came to warn you, Jedi. You know not what path you walk. This battle is Какой-то меч mine. достала. I am not defenseless. He cannot kill what he cannot see, and power has blinded him long ago. Run. I shall be along shortly. Ну, это плюс 2 на крит, да? Рейндж. Мне ж обоймы там, да, не хватало. Бля. Угу. Бля, ну как будто бы... Я просто не очень понимаю, да? Я не спец. А, нет, все правильно. Двоечка — это всегда двоечка, а здесь, типа, мы либо получаем двоечку, что равно, то есть не хуже, либо 3-4 что лучше, либо единственное, что хуже. То есть 50% на результат лучше и 25% на такой же. То есть это в целом нормальная тема.
Бля, 3.15, это по кайфу, конечно. А это склад, ну нельзя не зайти на склад. Так, запчастей у меня больше. Ремаршрутизуем систему управления техобслуживанием. Так, открыть служебную дверь эвакуационным двигателем. Сюда. 250 экспы, кстати. Так-то немало. А мадам вот эта, которая ушла драться, она ни разу не начальница его? Напрямую. Так, люк распечатан. Tell me you're joking. We are not going to cross back into the Paragas facility through the fuel line. That's crazy. All right, but I know I'm going to regret this. I sense you, my master. Faint. Weak. Your senses betray you, as you betrayed me. After all that's happened, still you live. You are difficult to kill. For one as limited as you, perhaps. To have fallen so far and learned nothing, that is your failing. The failure is yours. No longer
Сколько у них гранат? Сколько? По каждой говница накинул. Ну, как будто бы, да, надо стрельбу прокачивать. Потому что потом штрафы не будут налагаться, то есть в этом как бы есть смысл. Мы получаем доп-тычку, и это вроде как value. Так. 2 защиты, это вот это, да, 120 секунд на 9-м, то есть мы берем хилку. Она будет работать не особо хорошо, но она будет работать. Потому что не вижу в этом ничего плохого. Так, чертила, давай, сейф. Вытащи ее. Это нахуй. Мне настолько типа не хватает. А сколько надо на среднюю? Типа какой там, мать его, класс сложности? Потому что между достать типа ее и обезвредить 5 разницы. Я ее стабильно достаю. Ну, наоборот, обезвреживаю, но не достаю. More where that came from. Добрый, Джозеф, добрый. Ну, потому что я дроид даже типа плюс взял, даже классовый взял, типа все на взрывчатку, там типа ее реально много. Ему все равно не хватает. Ебет нереально. Довольно не ожидал, что второй день идет. Everyone down! Just say the word.
Вот если он теперь не сможет, то я в рот ебал. Ну, первый он скорее был денег, как обычно, настройки. То есть ты же сам понимаешь, что игра ни хера не заводится с нулевой, просто сразу, чтобы все сразу работало хорошо. Очевидно, что какое-то время было потрачено на то, чтобы все это завести туда-сюда, налево-направо. Те же, да, камеры 1 в 1. Поэтому это типа сколько-то норма. Не, я все равно типа успел там пару энкаунтеров закрыть неплохих. Не хочешь проходить, ну, за джедая. За Ревана. Так, а мы тут были, правильно? За робота. В смысле, в этот раз я каждый раз все выдаю. Я вот никогда типа в детстве не выдавал. Я считал, что игра про джедаев должна быть про джедаев. Поэтому обязательно надо бластер высрать. Куда-нибудь кому-нибудь другому, а себе сделать меч, ты покрасивше. Вот, а сейчас я хочу посмотреть, как это будет работать, по баланс. Первый часть же прошел, сейчас второй пройдем. Хорошо, что старый диалог сверху проигрывается. Но это, конечно, не очень удобно. Но про это писали вчера, что такое может быть. Так что что поделать. Ну, еще можно было, да, вот здесь пару бомб не тратить. А собрать их, вот когда я сейчас сюда пришел. Просто 64 урона в первом этом. Как называется? В прологе. В прологе 64 урона с выстрела. Просто охуеть. Только не самая сильная часть.
Идет сюда, да? Он встает и умирает там. Чисто персональный ад. Да, по итогу он идет сюда. Это уже без армора. Нет, вам спасибо. Сегодня так, как будто просто чуть лишнего загрел бомжей. Ну, типа, можно в гранаты понажимать, щиты понажимать, левел вкачать, типа. Ну, вроде так справились, да, тут без адреналина, без этой всей хуйни. Просто победили всю эту толпень. 3 туда прибежал, 3 здесь убил. Одного ходячего, где-то 6-7 дроидов было. Которых я примерно помню, могу ошибаться, но, скорее всего, ошибаться в меньшую сторону. То есть, типа, их было больше. Так, ну, давай, жестянка, показывай твой выход. Робот, которому я влил уровень во взрывчатку, навыку взрывчатку, которую суммарно взрывчатки 12, блять. Ну, больше, чем я, но почему-то у него все равно, короче, мало. Он не может достать ебучую мину. Среднюю. Может, ему как-то помочь можно, я хуй его знает. Ставить-то нечего. Ты, блядь, бежишь. Time to take you down to size. Что у него интаж есть, у него же все вставлено, чтобы вот он работал против мин. Давай так, она хотя бы не взрывается теперь, когда я пытаюсь ее достать. Как бы уже неплохо.
Никинач, я еще раз говорю, я ему вкачал, я сделал ему взрывчатку профильной за этот самый, за умение. Я вкинул каждый уровень, все, что можно было во взрывчатку, и ему не хватает. Все это сделали. Мы все тут сделали. Да вроде да. Так, плюс ачивки. Она оказалась здесь. Что случилось? There is no time. We must leave. Ну, на нет и сюда нет. If they hit us, we're dead. But if they keep missing us, we're dead. It's great odds. Somebody shut that trash compactor up. I'm doing all I can, and that's not enough. What'd you do to make these guys so mad? Well, either they hit us and destroy us, or they hit an asteroid and make the whole field go nova. Not with all these asteroids around us. We'd enter hyperspace in pieces. We have to clear that field first.
Thing is, we clear the field and they're gonna have a clear shot at us. That'll take out the whole field, the colony, and maybe us. We might not even be able to jump to hyperspace in time. Then we die here. Choose now. Hold on. This is gonna get a little rocky. Well, now that we just killed a planet, maybe one of you can tell me what's going on. Because between assassin droids, a Sith Lord that looks like he sleeps with vibroblades, and being target practice for a Republic warship, I was better off in my cell. The Republic warship was the Harbinger. It was seized on its way to Telos by the Sith. They sought you, Jedi. Because you are the last of the Jedi. Once you are dead, then they have won. Exile or not, the Sith believe you to be a Jedi Knight, and that is all that matters. The Jedi's civil war destroyed the Jedi. By the war's end, barely 100 Jedi remained. Many fell in battle, and many more were seduced by Revan's teachings. The Jedi Academy on Dantooine is nothing more than a crater that echoes with the ghosts of dead Jedi. And the Jedi Temple on Coruscant lies empty. The waters in the Room of 1,000 Fountains have fallen still in reverence to the fallen Jedi and those now lost. Many Jedi blamed the teachings of the Jedi Masters for Revan's fall and the civil war that followed. Perhaps, but they are Jedi no longer. If the Sith have not already slain them, then they will not help you, nor can you help them. Yes, to aid in the recovery effort there, many roads lead to Telos, including ours. Not like we have much of a choice, the Paragus astrogation charts being what they are. It is where we must go, and where the Harbinger was bound before our unfortunate encounter on Paragus. You were difficult to find, but coincidence was on our side. When I learned that you were on the vessel, I knew the Sith would not be far behind. When we intercepted the Harbinger, it was crippled, drifting in space. It was a simple matter to board the vessel and rescue you. Unknown to me, however, the Sith were already on board. Just as we made the jump to hyperspace, they fired upon us, nearly destroying the Ebon Hawk. Whatever occurred on board the Harbinger had rendered you unconscious. Though your thoughts were faint, I was still able to find you, sealed in one of the cargo holds. True, but as one trained in the Force, you know that true coincidences are rare. I do not know how the Ebon Hawk was able to make it to Be silent. We're having a conversation here. Repaired this ship, my eye. Next thing you know, it's gonna claim credit for saving our skins. If that little noisemaker says it repaired the ship once, then it can prove it by doing it again. Go on, get! That is not an easy question to answer. This threat is greater than you know, and I do not believe it is a battle that can be fought. Look, enough with the we already. We cannot hope to triumph against them alone. To stop them, you will need weapons, allies, and a teacher. In the end, I fear it may not be enough. You fought in the Mandalorian Wars, and it cost you everything. Are you willing to sacrifice as much again? You are not listening to me. This is not like any field of battle you have ever fought in. Think carefully on your choice. If you choose to fight, if you choose war, it is a path few turn from once the first steps are taken. It carries with it a terrible price.
And in the end, you may find you have nothing left to sacrifice. Так, гайс, лороведы, а как вообще наш персонаж гипотетически связан с мандалорскими войнами? Вот она типа нам про них рассказывает, я вот там ветеран, мне 25 хп за это дали, и т.д. и т.п. Так я Реван или Малых? Я что, это Реван? Я не могу быть одним из генералов под началом Ревана, если я Реван. А, вторая часть про ученицу принята. Так, ну и тогда окей же. А мне казалось, что мандалорцы-то пиздились со всеми, а не с империей ситхов, нет? Я скипанул драку на корабле, я решил, что просто стреляю их, чтобы не париться. Пом-пом-пом-пом-пом. Просто типа вот вся говорят, типа, что ну, я генерал армии Ревана, его ученица, воевал с мандалорцами, т.д. которые воевали со всеми, т.д. Как это вообще связано с текущим положением дел? Вот в чем вопрос. Вообще никак не связано. Похуй, что было, то было. Your fool's words echo of a Jedi. You have much to learn. But we have spoken long enough, and my wound pains me. If you have other questions, find me in the crew quarters. There we will speak more. Hey, don't stop your long, boring rants on my account. I was just getting sleepy-eyed. Also in private, we will be mercifully free from the opinions of imbeciles and fools. Look, not like I care or anything, but you might want to go check on our passenger, especially with that hand of hers. I think she was barely keeping it together. I'm surprised. Are you blind? If I were her, I think she's just too... What you think matters to her. A lot. She wants you to respect... Видали? Тупо нейтрал. И 8 уровень, что круто. Что это 20-я ловкость. Плюс 5, да? Потом будем выходить в 14 сложение. По навыкам мы что берем? Нам ремонт тоже надо подбуститься. Ремонт, взлом, бдительность, убеждение, скрытность пока нахуй. Давайте компы. И за 8 уровень я беру что? Хоста на 9, блок на 9, хилка на 12. 4 кармора на 20 секунд. На 20 секунд полная хуетень. Видел мне дыру, да, дыра щита. Ну да, это возьму, звучит как хайповая вещь. Отражать снаряды не в противника, но типа минус дэмэдж по мне. Это звучит достаточно неплохо. А робот в кладовке же стоит.
Плюс вокабуляр. Так, а армор мне новый не дали какой-нибудь лоутировый, нет? Но вообще, конечно, я хочу сказать, что если бы у меня была тяжелая броня с Чани, то я в текущий момент времени получаю от ловкости 5. Единичку за армор это 6. Здесь я получал бы 11. Так-то на самом деле тяж армор это неплохо. Скажи, а про Титаник есть игра или что? Я чуть не понял. Так, а без разговора меня не пустят, да, пока я с ней не перетру в ее дальней комнатке. Давай. Have you come for more answers? There is little more left to... That does not surprise me, any more than you hearing my thoughts when we were apart. The... I do not need your condescension nor your lectures. If anyone needs training... I do not know if it is possible, and I fear that had the... Then the sensation you would feel upon my death might be less than that, though much... Possibly, yes, and I fear it works both ways. If you think a connection to one such as yourself gives me any comfort, it seems that at times of stress and pain... I confess its nature eludes me as well, but the bond is... It seems the force flows easily between us. When one of us... A powerful technique indeed, though... Мобро, так тебе и не надо в те же броне? То есть, еще раз, Солджер, у меня вот сейчас на текущее время 20 ловкости. Это плюс 5 бонус. И очевидно, что тяж броня дает единичку. Макс ловкости бонусом. И следовательно, из этих 5 я получаю только 1. Но у нее база плюс 10. Итого 10 плюс 1 это 11. А текущая броня дает 1. И бонус ловкости без ограничений, то есть плюс 5. Это 6. То есть мы ничего не юзаем, мы не паримся, но просто нас не пробивают. Суть в этом. Но с другой стороны, гипотетически, да, то есть вот я сейчас, допустим, ядрообилку на 20 секунд, вот, которая есть. И с ее проюзанием еще получаю 4, чего я типа не получал в тяже. Получаю те самые 10 к 11, что уже не так и плохо. These Sith, they seek the death of all... Yes, the Jedi Civil War is not the first one of its kind. Thousands of years ago, a faction among the Jedi abandoned the teachings of the Order, following their own path. But these fallen Jedi were cast out, defeated, and they retreated to worlds in the out. But in their hearts, they never forgot the Jedi. The hatred for the Jedi Order burned. In a manner of speaking, they are different from Malak in that they are concerned only... It is a different war these Sith wage, a thing of silence and shadow. They strike from the darkness, hiding from the face of the... After all the Jedi are gone, then the galaxy is theirs, no matter what... I believe them to be the result of special teach... Those Sith assassins can sense their prey through the Force. It is like a hunger. The stronger their prey is in the Force, the deadlier they become. As long as you were cut off from it. But after Paragus, I fear that you will be no longer shielded. I would see to that fool in the cockpit and remind him of our destiny. He is a fool and an imbecile. His potential lies downward. Watch that one. His thoughts are slippery. I do not trust him, and nor should you.
How's our passenger? She's still aging? Yeah, to you, maybe. I don't usually hear much beyond fool and imbecile. She's lucky she's a Jedi, or someone would have killed her years ago. I mean, how old do you think she is? She may have been good-looking once, but it takes some hard living to make creases like that. Hey, I just got out of prison. If we had a decent navicomputer, trust me, we'd be dropping out of hyperspace into the Nar Shaddaa Red Sector right now. After spacing that old witch, of course. Like we have a choice? It's the only place Paragus had logged in their astrogation charts. If you thought Paragus was dead, then Telos is a dying world they're trying to breathe back to life. Should be there before too long. You can check our course on the galaxy map if you want. It's on the wall behind you. So, what happened? Don't give me that. There were plenty of times back on Paragus where a light... Oh yeah? I thought a Jedi was supposed to be married to their lightsaber. Huh. I hear the twin blades are harder to master, but they can make enemies stampede over each other running for cover. A lot of Jedi in the Mandalorian Wars use double-bladed sabers. A more aggressive blade gives you more slaughter per swing. Great. Maybe you and that Sith Lord can have a party after. Must have been something. Sure be nice to have it now. All right, forget I said anything. Like I said before, you... Attention, this is Citadel Station Bay Control, Dock Module 126. Please remain where you are. Lieutenant Dahlgren will arrive shortly to meet you. That is all. I don't like the sound of that. If they think we caused the explosion... Uh-oh. Here comes the welcoming party. They may not know what happened, so don't blow it. I'm Lieutenant Gren, Telos Security Force. I'm under orders to take you into custody in regards to the destruction of the Paragus mining facility. That as it may be, the circumstances of your arrival are suspect at best. Due to the nature of the investigation, I have no specific timetable to offer you. In the meantime, your ship and any droids will have to be given over for safekeeping. Yes, that includes you. You are a droid. In addition, we will have to take your personal arms and armor until the... You are the only witnesses of the mining. Thus, it is necessary for us to keep you under surveillance. If you are cleared of any involvement, you will be held briefly in the TSF station until living quarters can be arranged, at which point, do you understand? Because this vessel and its passengers are connected with the destruction, we would like to find out the... Good. My men will relieve you of any arms and armor. Tell me I'm not going to jail again. А вот и она. Поехавшая. Ну, кого-то надо спать, конечно, набирать, кого-нибудь джедая надо будет взять, почему бы не ее. Someone will return shortly to escort you to an apartment in Residential Module 082. As I said, this is only temporary while other arrangements are made. I'm sorry, but you'll just have to bear with us until then.
I've many matters to tend to. Your questions. Что, Настя, насколько я помню, я могу ошибаться. Но насколько я помню, ты каждым можешь каждого превратить в джедая, а вот переспать с ограничением. Someone is coming. So this is the last of the Jedi. I must admit I'm a little disappointed. Doubtful, though at least it appears you have some spirit. The exchange is a bounty on Jedi, you know. You're worth quite a bit of money. The exchange, huh? I'm pretty sure some two-bit pistol jockey like yourself isn't one of them. Hey? I'm more than skilled enough to work for the exchange. You bounty hunters couldn't even win a fair fight. You're the cheapest, most worthless mercenary scum in the galaxy. I'd hire a Mandalorian over your filth in a second. No Mandalorian could match my skills. No Mandalorian could have been clever enough to infiltrate this station, taken the identity of one of the guards, then... Then what? Overloaded our force cage fields and made it look like an accident? You probably don't even have the guts to fight me. Pathetic. Don't think overloading your cages had not occurred to me. You're wanted alive, but I doubt anyone will care as long as I bring them your corpse. Like I said, the exchange has put out a huge bounty on Jedi. The security cameras have mysteriously shorted out. There will be no witnesses to your escape. By the time the TSF realize I'm not one of them... Come, Jedi. Hey, leave her alone. You want to fight? You have goaded me once, and you shall not do so twice. But I shall dispose of all of you eventually. And an old... Ты меня выпустил? Давайте ошибка. The security cameras are... What? What's going on here? Man down! Quick! Call a medic! All right, Jedi. I want you to back up slowly. Hands in front of you. Into the force cage. Cooperate, and we won't have to gun you down. Come on, Lieutenant. They've already killed... who is that? Is that Batu Rem? Rem's no assassin. Batu Rem is on leave. He shouldn't even be on the station. This man isn't him. That's something we're going to have to look into. I can tell you that it can't have been easy. We've arranged for an apartment in residential module 082. You'll stay there under house arrest until our investigation of the Paragus matter is complete. You'll be under TSF protection. I'll personally clear any visitors to your quarters, and we'll investigate this incident to the best of our ability. Officer, get Lieutenant Yima a report of this incident. She'll look into this. The rest of you come with me. We'll escort you to the apartment in 082 immediately. These will serve as your quarters for the duration of your house arrest. 2 officers will be stationed outside at all times. Again, I'll clear any visitors. There won't be another incident. But just to be on the safe side, why don't you leave us a blaster or two? I can't say. We have a ship examining what's left of the Paragus facility now, so your stay might be brief. We'll keep you informed. Now, this is a step up from a force cage, at least. If there are any problems, we'll use the wall terminal to contact you. Let's go. This isn't good. We've got to get off this station. What do you think the TSF is going to find at Paragus? That could bring the Sith... You know what? Forget it. As long as we're trapped here, it doesn't matter. We cannot stay in any one place too long, but our path has brought us here for a reason. I must meditate on this. In the meantime, we should rest. Yeah, you go ahead and meditate. As for me, I could use some sleep. Доебались с этим звонком, да? Хуже будильника.
Excuse me, you have a caller. Moza, representing the Ithorian planet restoration interests on Telos. Lieutenant Gren's cleared him if you'd like to speak with him. He says he wishes to speak with you on behalf of Chodo Habat. That's all he will say. Very well. I'll let him in now. Perhaps Chodo Habat should turn his eyes to his own people, if they truly... Now perhaps we will be able to... Это жизнь. Ходишь, смотришь на чудиков разных. Чешь на звонки, ничего не надо делать. Good day. I am B4D4, Administrative Assistant for Zerka Corporation's Citadel Station branch. I am attempting to connect you with Executive Officer Jana Lorso. May I put you through? Thank you. I will connect you now. Good day. Thank you for accepting my call. As my assistant no doubt informed you, I am Jana Lorso. I understand that you were approached by an Ithorian earlier. Doubtless he tried to obtain your help, attempting to purchase it with imposed guilt and veiled threats. I believe you're a person of influence, someone I'd like on my side, rather than aiding the Ithorians, whose quasi-mysticism and bumbling foolishness is standing in the way of progress and profit. I'm not asking for your help, though. I'm offering you a job. Work for Zerka and be handsomely rewarded. You'd be helping yourself. If you're interested, please visit our offices here in... I'd rather discuss that in person. I'll be more than happy to answer... Excellent. Good luck. We should get back to bed. Whenever they decide to release us, we should get going. Explain something to me. I do not have the years required, nor the desire to indulge you. If she served in the war, well, Jedi are supposed to be tough, capable. Yes, and what are they without the Force? Take the greatest Jedi Knight, strip away the Force, and what remains? They rely on it, depend on it more than they know.
Watch as one tries to hold a blaster, as they try to hold a lightsaber, and you will see nothing more than a woman, or a man, a child. But to lose so much, I guess I didn't realize how much they relied on it. Do not be surprised. In many ways, even you are more capable than a Jedi. You could survive where they could not simply because you do not hear the Force as they do. It is irony of a sort, and it is why I tolerate your presence now. But such a loss of ability. For a Jedi, it seems so extreme. She has been gone from war some time. It is conflict that strengthens us, and isolation that weakens us, erodes us. Add to that she turned away from war, did all that she could to forget it, and the last piece clicks into place. But we have spoken enough of this, and we do her a disservice by not speaking of this while she is present. Это мы в одной комнате, я все слышу. Уёбки. Чисто тиммейт из Доте. I've come to inform you that the Telosian government has completed its inspection of what's left of the Paragus facility. It appears that the Harbinger had indeed been present, though it was gone when our ships arrived and was responsible for the station's destruction. Logs recovered from the facility's wreckage indicated that the miners perished as a result of sabotage, which began while you and your companions were either incapacitated or incarcerated. As such, you are to be released from house arrest. However, the Republic is sending its own ship. They have insisted that you remain on station for the duration of their search. To further investigate the station's destruction and search for their missing ship, the Harbinger. The sojourn is already en route, likely not more than a few standard days. Feel free to use these quarters during your stay. The vessel's IND is complete. Please visit the TSF station and entertainment module 081 to complete the necessary paperwork at the front desk. The Ebon Hawk should be transferred from the impound docks by the time you're free to leave. After filling out the paperwork, it'll be transferred with your ship along with your confiscated weapons and armor. Well, now what? We can't just stick around. We need to find a way off the station. Whether it's the Ebon Hawk or some other ship. We could hit Nar Shaddaa, maybe. If you've got people coming after you, it's where you go to get lost in the crowd. Hey, everyone needs to get lost once in a while. Look, this place is a waste. If Telos wasn't doomed before Paragus blew, it is now. Because it depends on Citadel Station, and the Citadel's fuel source went up with the mining facility. And the bickering senators? It is difficult to say. I feel we came to Telos for a... Still, there is a chance we might learn... Well, what do you The Republic? They can't even properly fund and manage a space station. Even if somebody believed us, the Republic won't be any help. Believe me, I know. He may be right, but whatever we do, we should move quick. Я могу их оставить? Или не могу? Найс. Так, я думаю, что хорошая точка для того, чтобы закончить с KOTOR на сегодня. Мне кажется, это правильно будет. Ну, то есть, нормально. Закрыли вход в игру. Но я думаю, что я еще постримлю сколько-то.